Всем привет! Вы на канале Польза.нет, и здесь только быстрые и емкие обзоры, а еще долгие стримы. И если вы сейчас меня видите и слышите, значит на один из таких стримов вы как раз и попали. На стримах мы в основном общаемся по поводу темы стрима и по накопившимся за неделю вопросам. Основные вопросы, конечно же, у нас сегодня будут по поводу аппарата Mi Note 10, на который я сейчас снимаю стрим, как раз для того, чтобы вы увидели, в чем разница между Mi Note 10 и тем же Mi Note 8 Pro, который у меня был уже на обзоре и с которого я раньше стримил. Плюс поговорим по поводу чехлов. Чехлы, которые я использую, которые мне заслали от GameSir, которыми я не пользовался и на которые обзоры я не делал. И, разумеется, топовые чехлы с топовой ценой в 150 рублей на топовые телефоны по 45 тысяч. Стоит ли их брать? Андрей, насчет бреда или не бреда, меня просили не то что стрим по поводу этого снять, а меня просили сделать по поводу этого обзор. Обзор перебор, во-первых. Во-вторых, съемка плохая, все дребезжит. Окей. Пишем, лагает или нет. Если не лагает, то отписываемся, что не лагает. Скорее всего, причина в том, что очень много всего завязано у меня на связь. Пишем. Лагает. Окей. Не должно лагать. Сейчас интернет везде с лишних аппаратов выгружу. И, в принципе, лагает. Лагает звук или лагает... 30 кадров, все норм. Ну, не очень, так не очень. Как раз вы сможете увидеть разницу, что до этого у меня были стримы на OnePlus 7T Pro. Сейчас у меня стрим на Xiaomi Mi 10. Мне нормуль. Окей. Картинка заедает. Теперь мы знаем, как Xiaomi Mi 10 ведет себя во время стримов. Значит, во время стримов я буду продолжать использовать Mi Note 8 Pro. С одной стороны. С другой стороны, как я вижу, хотя бы ничего не мелькает. Правильно? Саня, когда стрим начнешь, дай минутку на пропустить рекламу. Окей. Mi 10 еще не вышел. Ассет я настоящим вам докладываю, что Mi 10 у меня уже был на обзоре. C2.9... Почему не вышел? 2C 9 Pro. Тот же самый китайский и не Xiaomi Note 10. Хорошо, я все время Mi говорю. Вот, спасибо большое, Алекс, что зашли. Спасибо за пожелание удачного стрима. Кому не жалко, прожали лайк. Стрим в первую очередь экспериментальный для того, чтобы увидели, каким образом работает на стриме телефон Xiaomi Note 10. А во вторую очередь для того, чтобы я ответил на вопросы довольно малого количества людей, которые у меня спрашивали по поводу чехлов. Это был не один и не 10 человек, поэтому сегодня я вам о них так расскажу на стриме. Если вам будет интересно, может быть, сделаю обзор. Хотя, если честно, я смысла особо не вижу. Но все-таки, может быть, кто-то не знает. Так вот, если кто-то не знает, конечно же, телефоны, на телефоны мы одеваем чехлы. Или, да, надеваем телефоны в чехлы. Или, ну, в общем, смысл в том, что если у нас есть смарт, то мы хотим его либо защитить, либо приукрасить. При том, что... Конечно же, не хочется тратить по 3000 рублей. Но вот, допустим, вот это дело я покупал, конечно же, за полную стоимость. И для OnePlus, точнее, для iPhone 7 Plus чехлы стоят, ну, недешево вообще. Это Xiaomi-шный, кстати, чехол за 15 баксов. Вот этот вот силикон, не силиконовый, а пластик-силиконовый бампер. И мне он зашел, в принципе. А сейчас расскажу по поводу своего отношения к чехлам. Сейчас вы увидите, что и как. И с айфоном просто сразу закончим, для того, чтобы сказать, что чем дороже у вас телефон, конечно же, вы будете тем дороже покупать чехлы. Почему? Ну, это эффект плацебо такой. Если у тебя дорогой телефон, логично, что ты должен показывать, что это не подделка, и всем его видом он должен кричать о том, что у тебя аппарат, ну, в данном случае за 30 тысяч, а если у вас, допустим, 11 Pro Max, то за 100 с лишним. А ввиду того, что сами телефоны по себе, раз, если вы их используете без чехлов, постепенно теряют свой внешний вид, они царапаются, плюс подвержены, опять же, больше падениям, и то, что у вас происходит с телефоном через год-полтора, по-любому требует какой-то доработки. И одна из таких доработок как раз покупка чехла. Вот. И чем дороже у вас телефон, тем дороже вы покупаете чехол, но чехлы на дорогие телефоны, соответственно, есть прикольные. На дешевые, допустим, на Redmi Note 7 от какого-нибудь Dior вы чехол не найдете. Под Dior, конечно же. Алекс, автофокуса нет вообще. Ну, попробуем что-нибудь сделать, но
все, что смогу, то сделаю. Опять же, это для того, чтобы вы видели, еще раз повторяю, каким образом стрим проводится, если используешь телефон Xiaomi Redmi Note 8 Pro, и каким образом, как телефон себя ведет на данный момент Xiaomi Note 10. Вот, качество видео отличное, но кадров в секунду мало. Ну, вот, ничего не меняю ни в том телефоне, ни в этом, поэтому вот так. Вот то, что видите, то видите, максимум я могу еще... Кадры не меняются, в общем. Так. 5 секунд. Вот, ладно, давайте по поводу чехлов дальше. Запомнили, что бывают чехлы с особыми функциями. Это значит, что в чехле может быть банка. Очень любят это делать, конечно же, яблочные маньяки. Почему? Потому что если ты покупаешь iPhone, чаще всего ты там очень много сидишь. Если ты много сидишь, то тебе нужна нормальная банка. Если тебе нужна нормальная банка, ты ее должен с собой таскать. Ты от этого устаешь, и поэтому покупаешь Powerbank прямо в чехле. Выглядит это максимально убого, и я это, конечно же, не советую. Ты стал защищать телефон, на тебя не похоже. Не вижу чехла из алюминия. Его и нет по поводу вот этих всех чехлов, которые являются супер-мега убийцами внешнего вида. Из разряда, когда вы упаковываете телефон и можете с ним плавать на глубине 50 метров. Я против таких штук. Опять же, почему против? Потому что если вы покупаете телефон для защиты, для того, чтобы в экстремальных условиях им пользоваться, вы, соответственно, и покупаете такой телефон, и не покупайте себе iPhone, и потом запаковываете его в кирпич в пластиковый. Смысл от этого полностью теряется. Я отвечу на все вопросы после того, как расскажу по поводу этих чехлов чуть-чуть. Вот, соответственно, вы можете взять телефончик с пауэрбанком, можете взять чехол, можете взять чехол с пауэрбанком, с дополнительными кнопочками для игры. Вот как здесь, допустим, что вам удобнее играть. И что еще? Ну и плюс он какой-нибудь там поменять, собственно, у аппарата поверхность. Если здесь у нас, конечно же, в Pro не soft touch пластик, вы можете надеть на него чехол, и, соответственно, вам будет удобней его держать в руках и плюс удобнее играть. Но не об этом мы пока. Пока мы о том, что есть еще игровые чехлы. Их в основном как раз Game Zero выпускают, и много других брендов. Я бы не советовал покупать совсем дешевые. Вот. Саня, извини, глаза болят, но лайк поставил пока. Алексей, ничего страшного, у меня стримы, я считаю, что в основном для того, чтобы слушали болтовню, и мы в чате пообщались из разряда в фоне. Но это опять же мое такое отношение к стримам, может быть оно когда-то поменяется. Все-таки с этими чехлами мы закончили. По поводу защитных чехлов почему нет? Потому что я не считаю, что стоит покупать защитный чехол. Опять же, я считаю, что потребный защитный чехол, в котором вы сможете экстремальничать, стоит 1003. Вот, если ты 1003 тратишь на чехол, я поздравляю. Я лучше за 20-ку телефон куплю, там за 18, чем потрачу еще 3000 на чехол для него. Плюс он будет, мало того, что выглядеть убого, мне плевать, как он выглядит. Меня будет беспокоить, что мне будет его неудобно носить. Я чаще всего ношу по 2-3 телефона, либо телефон плюс документы, либо телефон плюс карточки. И поэтому у меня и так достаточно места в карманах забито. А если я еще буду носить помимо этого какой-то суперзащитный чехол, для меня это просто перебор. Звук хорош. Спасибо, Василий. Говорю, экстремальные стримы из разряда того, чтобы вы увидели, каким образом, если я буду стримить на камеру от Xiaomi Note 10. Вот мы знаем, что плохо. Пересмотрите стрим после того, как закончится, и сравните со стримом Note 8. Друзья, в этом-то и смысл, что для этого я и делаю стримы, чтобы вы видели, каким образом либо работают во время них аппараты, либо второй вариант, вы видели, каким образом работают эти аппараты на стримах. Как вы знаете, допустим, на тот же Note 10 и на Note 8 Pro у меня были стримы, так же, как, кстати, и на OnePlus 7T Pro. Понятно, что это мучительно смотреть все это и смотреть те же тесты, ждать. Но с одной стороны. С другой стороны, everybody lies, а единственное, кто не врет, это то, что вы видите своими глазами. То есть вам могли бы долго и упорно говорить, что этот телефон топовый для того, чтобы стримить на него. Вы видите сейчас, каким образом без доработки, я понятия не имею, как менять FPS и каким образом возвращаться, если ты стримишь с телефона. Вот каким образом через программы внешне знаю, а с телефона понятия не имею. Можете подсказать, но опять же, тогда это будет все равно будет телефон, получается, не оптимизирован для этого дела. Вот, значит, мы знаем, что Mi 10 руки замылены, даже когда руки не двигаетесь, все равно фокус скачет. Окей.
То есть на постоянной основе вы на Mi Note 10 стримить собираетесь? Нет, Алекс, я постримлю на него один раз, и когда у меня будут спрашивать, а как он ведет себя на стримах, буду посылать на этот стрим. Все-таки по поводу чехлов. На чехлы меня, опять же, часто просят сделать обзоры, но это довольно малое количество людей, просто за 2 года их накопилось. Не забываем, кстати, подписываться, ставить лайк и писать в комментах, что еще купить. В принципе, на обзорах будет еще много всего. Следующий, скорее всего, обзор будет либо вот на этот телефон кнопочный от Xiaomi, уже спойлерю, уже не в Инстаграме, или на Xiaomi-шные зимние кроссовки. Нет, я не собираюсь стримить. Буду стримить на 8 Pro, если он нормально стримит, то почему бы нет. Дальше. Какие еще чехлы бывают? Чехлы бывают, конечно же, книжкой. То есть книжка бывает вот такая, из разряда туда запихать карточку, это под 7 у меня, видите, убитые. Опять же, рассказываю только то, чем я пользовался. Чехол максимально убогий, покупал я его за рублей 300, использовал довольно недолго, но убил достаточно быстро. И что бы я сказал, если у вас нет вот этого вот полупрозрачного кусочка со временем и нет функции закрытия у телефона, ну как-то все это лабутень, которая делает из телефона какую-то поганку из разряда книжки, я бы такие дела не советовал покупать, а если даже покупаете, лучше идите в магазин, примерьте к себе, стоит ли это делать, и потом решите, будете покупать его или нет, потому что вот когда вы это носите, ну черт его, можно вообще любой телефон, хоть Oppo покупать, ладно, не будем ругать фирмы, которые мне не нравятся в принципе, поэтому в общем, такие чехлы в форме книжек мне не нравятся. Дальше идем к силиконовым чехлам, которые можно купить и за 50 рублей, и за 70. Вот этот, по-моему, шел в комплекте. Этот я покупал за 150 на OnePlus 7T Pro. Многие скажут, что телефон 45 штук ты покупаешь за 150 рублей чехол. А почему нет? То есть я поискал в отзывах, посмотрел, вроде норм. Как долго я собираюсь с такой штуковиной ходить в 36 лет, я не знаю. Ну, не знаю, недели 2, пока не сотрется картинка, потом поменяю на другой. Вот такой бамперный чехол, такой очень-очень бодрый, с довольно неплохим пластиком. Я купил тоже под этот телефончикус, и стоил он, по-моему, рублей 350 уже. Тут уже телефон серьезно выглядит, тут уже как-то геометрия прослеживается, какая-то идея. Но смысл, в принципе, тот же, что я купил чехол, который вы купите в магазинах за рублей там 800 минимум, за 300. Вот. Чем плюс покупать чехлы на Али? Многие скажут, что приходит лабутень, притом еще чаще не того размера. Мне раза 4 посылали не того размера чехол. Я снимал на видео, что он мне пришел не того размера, не по тот телефон. Мне полностью в тот же день возвращали средства, притом без разницы, какой магазин был. Вот. На Honor и на Huawei постараюсь. Мне интересно, кстати, эти телефоны. Просто если их покупать, то их надо покупать постоянно, чтобы люди смотрели. Допустим, Xiaomi-шные телефоны, я делаю обзоры, по-моему, только 7 зашла, посмотрите по просмотрам. Тот же Note 10 можете посмотреть, по-моему, всего 7000 всего, потому что у меня подписчиков 100 тысяч. Телефончику с Лебедева смотришь, Лебедев не знаю, кто такой, но окей. С Риком бодрее, конечно. Да, с Риком вообще норм, и ну как бы каждый берет себе чехол по душе. Дальше к чему я хотел бы все это привести? К тому, что когда говорят блогеры многие, что вот мне пришел комплектный чехол в телефоне за 40 штук, он убогий. Я ни разу не встречал в телефонах убогие чехлы, кроме Queen, или как там его. Где же этот телефончик-то красный мой? Куда-то я его запихал, хотел на стриме вам показать, скузи. Короче, маленький телефон от Xiaomi, да, вот он. На него уже глобалочка вышла, вот только на него за все время, что у меня есть канал, мне приходил прям убогий чехол, потому что он такой тактильно приятный, но внешне выглядит просто, я не знаю, как будто на него пакет натянули зажигалкой, прошлись по нему и такие, давайте-ка второй пакет сделали, и все. Вроде бы не похабно, но чуть-чуть поносил, все, он стал весь покоцанный, покореженный, нормально его не снять, нормально не надеть. И, в общем, только негативные эмоции, но это только по поводу Квина. Вот на такие телефоны вообще целесообразность нулевая, в принципе, покупать чехлы. Черт с ними, 2500 рублей. Ничего с ним не случится, там стекло, наверное, толще, чем защитное здесь. Дальше. По поводу вот таких чехольчиков по 150 рублей для OnePlus, того же, либо Redmi Note 8
Кстати, это для, по-моему, это для чего у меня приходил? Это даже, по-моему, для OnePlus, при том, что, видите, здесь выреза не хватает. 10 FPS, самим класс давайте 2. Не понял, но окей. Не забываем прожать лайк, так, чтобы посмеяться. И да, стрим по поводу наших магических телефончиков. Да, видите, с косяком. То есть можно уже открывать спор, потому что чехол норм, но здесь не хватает выреза под флеш. То есть у нас... для индикатора нет. Для флеша есть, для индикатора нет, но тоже можно открывать. Вот, потом еще вот такой чехол, тоже силиконовый. Все это в районе 150, при том, что это видно прям совсем, прям по циферке совсем фейк, по ощущениям абсолютно не фейк, хотя вот здесь тоже перекошено, опять же. Ну, не отцентровано вообще никак. Сейчас попробую показать. О, великий интернет. Нет, с фокусом вообще беда, у Note 10 чего-то как-то. На стримах не хочет он нормально работать, да и черт с ним, зато мы теперь знаем, что не хочет. Стоит ли покупать Xiaomi Mi 9? Не знаю. У меня вот что было на обзорах, про то я могу вам рассказать. Про все остальное спрашивайте у тех, кто делает обзор. Еще, опять же, для тех, кто думает, что Xiaomi дало мне телефон хотя бы на обзор Mi 10, это не так. Почему? Потому что формат канала не тот. Неизвестно же, правильно, что поругаю я телефон или скажу, что он хороший. Вспомните Mi 9, как я сильно ругал, или тот же OnePlus 7T Pro, который я считаю просто топовым телефоном, но я пока не добрался до хорошего обзора на него. Вот. Как сейчас работает Mi Air со вторым ноутом, с седьмым ноутом, я его не использую для того, чтобы вам сказать. А вообще, если у вас телефон за 9000, покупать за 3000 наушники под него, ну, купите вы себе Redmi или Halo GT вторые. Есть мнение по поводу Mi 9 Lite? Нет. Разалвал. Кстати, по поводу всех этих телефонов, которые я обозреваю, и по поводу того же Redmi Note 8 Pro. Они являются топом, но только в своем ценовом сегменте. То есть, допустим, Redmi Note 8 Pro уже реально купить, по-моему, за 1013. Вот за 13 он топовый. А по поводу... Ну ничего ж себе, что творит этот телефон. Вы видели? Вот по поводу Xiaomi Note 10, который я обозревал. Я его купил за 28. Он стоит в магазине каких-то космических 39 тысяч. И этот позитивный обзор, про который я, соответственно, сделал на него, он исключительно ориентирован на то, что он будет стоить скоро в районе 22. А в итоге я уверен, что упадет ниже 20. Вот ниже 20 Note 10 просто норм, несмотря на то, что он мне сейчас очень сильно поганит стрим, как я вижу. Настрой фокус, что изображение прыгает. Возможно, из-за освещения. Давайте попробуем вот так. Может быть, сейчас меньше будет прыгать. Плюс я сейчас похимичу с флеш. Тын-тын-тын-тын. Лучше. Вот и прыгает фокус. Фокус с ума сходит. Настрой фокус, что-то не настраивается фокус на телефонах сотовых. Во время стримов, во всяком случае. Так, да, лишний свет. Вот так лучше, правильно? Мне кажется, ты 108 мегапикселей выставил. Виталий, смысл в том, что есть программа, как вы знаете прекрасно, вы через нее заходите, чтобы смотреть благополучно на YouTube стримы либо обзоры, и вот через нее я и стримлю. Я вообще никаким образом не беспокоюсь по поводу этого. Кстати, для подписчиков, спонсоров канала, хочу сказать такую вещь. Для всех, кто его смотрит, я заранее извиняюсь и заранее говорю, что обычно я, когда посылаю людям товары, которые они выиграли, они их получают. Вот эти часы мне пришли обратно. Получил, по какой причине парень не получил их, мне не важно. Почему? Потому что это первый раз, во-первых, за 2 года, когда я так запариваюсь, а я все-таки заплатил 6 сотен, чтобы их туда послать. Плюс потратил чертову тучу своего времени, чтобы сходить на почту. Их я разыграю сегодня среди спонсоров, просто так. То есть, если мне что-то возвращается, я тупо буду разыгрывать среди спонсоров, потому что я считаю, что это бредятина. Если ты выиграл, ты уж будь добр, хотя бы до почты дойди. Это раз. А два... К чему это все? К тому, что напоминаю, что все розыгрыши, обычные розыгрыши в конце месяца. Для тех, кто не знает, на канале в описании к видео есть какие именно. Я еще добавлю в розыгрыши в следующем году, при том, что у меня товаров скопилось эгегей сколько, я просто не знаю, с чего начать для того, чтобы их разыгрывать. И, скорее всего, уже начну разыгрывать телефоны. Это для тех, кто любит розыгрыши и смотрит канал, плюс параллельно ему интересно это дело. Но, опять же, во время стримов подобных я ничего подобного разыгрывать не буду, только для тех, кто является спонсорами, и то в отдельных стримах. Вот.
Это так. А потом, не забываем, что если вы пишете мне в комментах, что купить, чаще всего я это покупаю. Да, понятно, что иногда проходит 2-3 месяца. Почему? Потому что пока я купил, пока мне пришло, если меня этот товар интересует, то иногда проходит 2-3 недели. Как только переселюсь в Питер, в Москву, буду через неделю делать. А на данном этапе жизненного развития, учитывая то место, где я нахожусь, я, смотрите, сначала покупаю, потом его присылают этот товар на Дальний Восток парню, либо через Алиэкспресс там товар меня динамит где-то продавец недели 2 с треком, потом посылает, 1,5 месяца он идет, я его вскрываю. Соответственно, у меня есть какие-то товары, которые мне интереснее обозревать, те же телефоны. И Румиком рекламы нет, Ван Гог. У меня там есть знакомый парень, он занимается там пиаром в сфере контакта и Одноклассников. Вот у него там несколько групп, и мы на фоне взаимного сотрудничества, он мне давал некоторые девайсы на обзоры, я их обозревал, притом чаще и негативно. Денег они мне не платили, я им денег не платил, плюс он мне помог оформить канал. Это было, когда у меня еще 20 тысяч подписчиков было. Да и сейчас я ни с кем не сотрудничаю, если кому-то интересно. И это не из разряда, вот я такой крутой, просто у меня нет тупо менеджера по рекламе, два, у меня нет плана, и 3, я пока, если честно, не понимаю, что это делать с домашним каналом, он как-то, как вы заметили, слегка вырос. Вот. Вырос же, нас же с вами много. Спасибо, что смотрите, потому что мне интересно обозревать товары, мне интересно доносить до вас свое мнение. Я понимаю, что оно субъективно очень часто, но вечером стрима не будет, Антон, я ухожу на работу где-то через часик. Я уже скоро, кстати, стрим закончу. С QCY все в порядке, я потерял кейс. Еще раз повторяю, что наушники я тестирую, а потом откладываю. Нет у меня периода по году их тестировать. Я вообще на вашем месте очень сильно напрягался бы, когда вам говорит блогер, я тестировал вещь там месяц-два. Это все такой гон. Посмотрите, какое количество девайсов мы выгружаем в течение, допустим, месяца. Если человек выгрузил 4 пары наушников, там 5-7, это уже значит, он тестировал. А некоторые выгружают их по 20. Вот. И что бы я еще сказал по поводу «сделай обзор на Xiaomi Mi 2». Да я не понимаю, Model Patty, что ты от меня хочешь, я тебе клянусь. Шуруповерт от Xiaomi не планируешь обозревать? Андрей, у меня, я тебе больше скажу, у меня не шурик, у меня есть их отвертка электрическая. И она уже 2 месяца, она мне прям нереально понравилась, и я никак не могу дойти до нее руки. У меня есть 2 мультитула, которые я тоже уже набрал какой-то материал, уже даже видеоматериал набрал, уже даже начал набирать текст, но постоянно перебивается. Либо работой, я логично работаю для того, чтобы это все покупать, либо второй вариант Boxbox, да. Лайт, привет. Еще раз, кстати, всем привет, так как у нас уже пошел обзор в общение. И что бы я хотел сказать, так вот, по поводу всех этих приколюх. Мы не можем использовать девайс больше месяца. Если только iPhone там какой-нибудь 11 ты носишь, и ты на него снимаешь. Вот я сейчас пользуюсь Xiaomi Note 10. Почему? Потому что я на него снимаю, потому что я на него стримлю. И также пользуюсь OnePlus 7T Pro. Вот 2 телефона, которыми я пользуюсь. Плюс чуть-чуть, в основном у меня пользуется ребенок и жена вот этим телефоном, который будет следующий на обзоре, в основном ребенок. То есть, по факту, я с ним разобрался, передал чайлду и все. Если у тебя есть команда из 10 человек, окей, ты можешь дать человеку, он будет разбираться. Но вот наушники, к чему это все? К тому, что если был обзор у меня наушники 3 месяца назад, они 100% не являются в моем... я ими не пользуюсь вот 1,000,000%, потому что у меня, по-моему, пара 4 наушников, которые я сейчас тестирую. И некоторые из них, да, по 2 недели, но 3 месяца никакие. Mi 2 это дрон. Да дорого это. Что за часы на руке? Потом расскажу. Какой чехол купить на Xiaomi Mi 9 SE? Мораль в том, чтобы купить тот, что вам нравится. Еще раз напоминаю, если вы покупаете на Али, будьте готовы к тому, что раз вам придет шлак, 2, если к вам придет шлак, хотя мне приходил он всего 1 раз, если даже запах какой-то, открывайте спор, и я уверен, что продаван вернет вам часть денег. Если вам пришел не тот размер, вообще не беспокойтесь, 99%, если вы снимете, а вы обязаны снять, чтобы быть уверенным, что у вас не будет проблем, распаковку на видео, примерите свой телефон, попытаетесь надеть, не надели, окей, после этого вы благополучно открываете спор, вам возвращают деньги, но лучше заказывать сразу в 2-3 вещах. Я так возвращал с чехла. Вот видите, оранжевый чехол, да, все это силикон вообще, кроме вот этого дела, опять же здесь такой пластик прикольный, тоже soft touch по бокам. Вот это тоже силикон. Все силиконовое. Почему? Потому что, аж из чего должны быть чехлы? Металлический плюс стекло, чтобы он весил, как черт знает что. К чему это все? Вот смотрите, есть у нас весы. Я не уверен, что...
чехлы можно будет взвесить, но я очень на это надеюсь, посмотрим. Вот чехол сам 22 грамма. Вы понимаете, что сам телефон 200, допустим, и еще чехол 22. Вроде бы кажется, что это мелочи жизни. Но по факту, когда у вас телефон весит 112, допустим, грамм, и чехол еще там 12 грамм, вы получаете 10% в весе. И, ну, здесь 7 грамм. Вот, ну, убожество. Вот это не чехол. Этот чехол, допустим, он классный. Сколько он весит? 27 грамм. То есть 27 и еще 208. Получается сколько? 230 грамм. А это уже больше, чем хотелось бы, правильно? Go, обзор на наушники Hoka. Я вообще понятия не имею, что это такое. Redmi Note 8 пойдет на чехол от OnePlus? Нет, конечно. Model Party, еще раз скажешь что-нибудь про дрон, я тебя забаню. Вот серьезно, ну ты меня достал им. Закажу, как только закажу. Пока я морально не готов, он мне не нужен. Чехол-аккумулятор стоит покупать? Это вам решать, вы должны понимать, что у вас станет телефон совсем другого размера. Mi Note 10 просто. Спасибо, бро. Пожалуйста, Google, надеюсь, что он вам надеюсь, он вам зайдет. Алекс, что так мало Лукасов, а давайте накинем Саньку. Спасибо. Да, давайте накиньте, хотя бы 100 лайков была бы. Я понимаю, что тема довольно такая смешная, и это не из разряда высосанные из пальцев, чтобы вы понимали, почему. Потому что очень многие, во-первых, спрашивают стримы про чехлы, не стримы, а обзоры. Я обзор, конечно, вряд ли буду делать, хотя у меня есть обзор на чехол-книжку для Huawei P20 Pro, и он нереально зашел, вы можете посмотреть, сколько он набрал просмотров, я очень сильно удивился. Так, привет, с аномайбатцами, все нормально было? Да, ядрен. Я говорил про мету, а не про дрон. Окей, я не понимаю, что такое мету. У мету несколько девайсов. Уже 100 лайков, спасибо. Здорово, Руслан, привет, Пончик, привет, Платон. Многие ставят дизы, и они имеют на это право, потому что, если честно, даже если прям хейтер, а не просто зашел и сказал, что я плохой человек, он, в принципе, хороший человек, потому что хейтеры обычно смотрят все, дизят, пишут комменты и вспоминают тебя благим матом в других ресурсах, что качественно сказывается на силу. Спасибо за эфир, ты про чехлы-то давно ждал. Вот Артур, видите, Артур ждал. К чему я это все еще? К тому, что на аксессуарах производители делают просто нереальные баблишки, просто нереальные. Потому что вот смотрите, если эта штука обошлась мне в 150 рублей, а он прям качественный, то есть сказать, что это чехол просто хлам, а это с доставкой. Плюс прикольное название, кто разбирается и кто смотрит этот сериал, меня, я думаю, поймет. Потому что носить телефончик с героем своего любимого мультсериала в 36 лет, это прям совсем круто. Это раз. А два... Помимо всего, что мы имеем? Мы имеем накрутку, ну, процентов так обычно 400 на такие чехлы. И качественные они. Качественно сделал упаковку, все продавай под своим брендом и цепляй денежку. Каким образом делают наши великолепные связные же с ними? Конечно же, дают там вам 5000 на аксессуары. Притом себестоимость этих аксессуаров в лучшем случае 1000 рублей, и продают они девайс в итоге за космические деньги, а вы думаете, я выиграл пятюню. А это не так. Model Party, так, у меня одного видео капец как лагает. Нет, Google, оно лагает у всех, добро пожаловать в Xiaomi Mi 10. Вот таким образом проводить на него стрим, знайте, смотрите и понимаете, стоит ли для стримов покупать данный телефон. Вот сейчас я включил освещение, особо сильно от этого лучше не стало, мне кажется. И не станет. Почему? Потому что покемоны. Для тех, кто смотрит канал, все пытаюсь сделать обзор вот на такую штуку. Стоит 1000. С ней бегать. Конечно же, это фонарик. Бьет неплохо. 1000, наверное, стоит только в первую очередь для фанатов. Хотя вещь качественная. То, что я ее и сын мой еще не убил, это хорошо. Я даже уже кнопку выковыривал отсюда, кстати. Но все равно работает. И только позитивные эмоции. Вот. Потом сделаю обзор, расскажу, но самое интересное будет, я надеюсь, что я на этой неделе очень маленький сделаю обзорчик на кроссовки от Xiaomi за 1400 рублей, зимние, с краундфандинга. И самое прикольное, что я дал их человеку, просто отдал, потому что это не мой размер. И я думал, он не будет их носить, потому что он чуть ли не плевался, когда я их мерил, а сегодня я их в них встретил. И что он единственное мне сказал, ну ты понимаешь, а в них раз удобно, и два они ни в каких случаях не скользят. Ну 3 они еще хорошо выглядят, но они дно, потому что они стоят 1400
400 рублей. Вот такая вот логика, в принципе, я ее поддерживаю в каком-то смысле. Не думаю, что ролик будет хайповым, но для тех, кто интересуется очень дешевой обувью, с кожзаменителя, там все дела, и притом стильные, но я этот стиль, если честно, не понимаю, ждите следующий обзорчик на канале, я думаю, через один. Давайте вырублю тогда свет, может быть, будет хотя бы не 15 кадров. Ищу хороший чехол на Xiaomi Mi 9 Lite. Можешь какого-то производителя посоветовать? Нет, Руслан, мораль как раз сегодняшнего стрима в том, что производитель вообще не важен. Вы выбираете просто по отзывам хорошие чехлы, примерно прикидываете, что за 150 рублей вы получите что-то, что у вас умрет за месяц-полтора, за, допустим, 300 рублей, 350 вы уже получите более-менее топовый чехол, который вы сможете носить месяца 4. Но вообще в этом и смысл. Если вы покупаете на Алиэкспрессе, я, допустим, получается, где-то 1000 заказал сразу 4 чехла, по-моему. Вот это комплектный. Но еще раз повторяю, что из комплектных чехлов не слушайте вы. Ну, я не знаю, кто покупал телефоны, напишите, пожалуйста. Кому-то не нравятся чехлы из комплекта, из телефонов дороже 20-ки, ладно, 15-ки. Realme Buds Air заказал, что думаешь? Я не знаю, где их заказать, Ван Гог. Кадров 15 выдает, ну вот соловей. Ищу хороший чехол на Xiaomi Lite. Окей, буду ждать про фонарик для бега. Окей, есть там в 2020-м Mi Air 2 к Redmi Note 7. Я думаю, посмотрите мой топ-10 наушников на канале, и вы узнаете все. Лайков мало, Александр, здорово, потому что людей мало, в принципе. Хотя, кому не жалко, поставьте лайк, потому что мы скоро это дело закончим. Думаю, через минуток так 25. Почему? Потому что пообщаемся и разбежимся. Сегодня у меня вечером возможности стрим проводить нет, сэляви. А еще я купил вот такую вот тему, не знаю, как я ее буду обозревать. Стоит она дорого, из разряда китайского Китая, но Xiaomi-шного. И... К чему это? К тому, что если мне плотно начать заниматься... Короче, мне нужен монтажер, и тогда я буду выгружать по 3 видео в день. Легко. Хотя тяжело, наверное, будет писать тексты, но я думаю, это будет не скоро, и это не особо большое горе ни для меня, ни для вас. Покажи опять. Иван, это, в общем, типа подушки. Типа подушки, но не из разряда того, что какие-то болезни, а просто чтобы попа не потела, если утрированно. Я смотрел почти все топ-10, и там везде есть Mi Air 2. Ну хорошо, но они прям везде на первом месте. Дальше. Vivo Nex 3, качественный чехол. Окей. Чехол с аккумулятором GameSear, притом он не под мой телефон, он под Xiaomi... Какой Xiaomi? Под Apple, под яблочный XR. А у меня нет этого телефона, и это было смешно, что они мне его прислали вообще. Я вообще очумел от того, что они мне его прислали, а потом еще больше очумел, почему именно для XR, а потом я с ними списался. Они попросили сделать обзор, я им написал, под какой телефон. Может, пришлют, расскажу. А так, ощущения хорошие, но стоимость, конечно, космос у этого дела. И опять же повторюсь, что если вы берете подобные чехлы, вы должны их сначала, как минимум, не поиспользовать, но хотя бы ручками потрогать. Повторяюсь про Казета ВС. Я заказал их. У тебя на копиях AirPods не было случаем, когда они просто загорелись синим и переставали работать. Одни было шипение и воняли, и потом я их выбросил, и после этого я каждый раз напоминаю, что я против копий AirPods, жить хочется. Какой телефон посоветуешь до 700 баксов? Любой ванпласовский. Вот видите, как все это? Это стрим на Mi Note 10, да, Ванды, но без всяких там разбиралов. То есть я тупо, как любой другой телефон, взял и включил на стрим. Может быть, дело в интернете, но мне кажется, что дело не в интернете, ни чуточки, а дело в либо проце, либо в каком-то косяке внутри. Не знаю, процессор это или просто с оптикой какая-то беда, либо просто не оптимизированное ПО для этого смарта. В принципе, все это возможно. Где-нибудь через месяца 2 попробую еще раз на него стримить. Если написано, что посылка прибыла в аэропорт страны назначения, Павел, посылка может долго идти после этого этапа? Легко. У меня со 2 ноября висит нож вообще в аэропорту. Как думаете, чехол на Mi 8 металлический? Рахим, я против габаритных чехлов. Мне кажется, что это дурость покупать хорошие телефоны и потом прятать их в какие-то мрачные банки. Особенно, если потом неудобно будет носить. Саня, а еще пленки на экран и задник. Просто тактильное ощущение от смартов хочу чувствовать. А я вообще против пленок. Я с 7 плюса не снимаю пленку только по той причине, что я еще надеюсь его продать, хотя это очень сильно вряд ли. Вот, OnePlus 7T Pro. И на всем остальном у меня пленок нет.
Потому что покупаешь ты телефон для чего? Для того, чтобы его использовать. Вы думаете, что если производители бы планировали настраивать все датчики на то, чтобы вы использовали пленки, они бы не вывозили вам в заводских? Вот 7 Pro пришел, 7T Pro идет заводской. От скольки донат? Плеер вы просто можете платное сообщение, по-моему, на 10 рублей или на 30 послать и все в чате. Это тем, кому интересно. А так, спонсорство, кнопка есть под видео. Когда положительный обзор на OnePlus 7T Pro? Скоро. Подожду еще, как цена упадет, и потом буду их облизывать. Ну, хороший телефон, реально хороший, просто космос деньги стоит. Вот. Привет, слышал про чехлы люкса, советуют попробовать, выглядят классно. Оливер, вопрос цены, всегда вопрос цены. Почему всем? Вот это все стоит до 500 рублей каждый, ну не считая GameSir. GameSir я не помню сколько стоит. Я даже не знаю сколько он стоит, потому что мне его прислали. То есть это одна из тех вещей, это купил, все купил, а вот это мне прислали, и у меня на это обзора и не было в принципе. Еще раз по поводу купленных обзоров или еще не купленных. У меня нет купленных обзоров. Потому что еще, чтобы вы понимали, даже когда некоторые производители с ними списываешься, почему у меня опять же нет рекламы. Потому что идет очень такой серьезный диалог по поводу, я пишу, я сделаю обзор, мне пишут, нам нужна реклама. Я пишу, я сделаю обзор, мне пишут, нам нужна реклама. И поэтому мне вот потом в итоге приходится покупать всю эту лабутень на свои деньги и рассказывать вам. Потому что если как ты согласишься на рекламу, ты должен делать рекламу, и это печаль. А то, что у меня иногда бывают позитивные обзоры, но мне девайс нравится и все. В основном они негативные, ничего в этом хорошего нет, потому что люди должны нести в мир добро, так же как девайсы должны приносить радость, но вот так. Как тебе новый К30? Дорого на данный момент. Как с тобой в инсте пообщаться? Написать мне плеер. А почему всегда телефоны на Android, а не на iOS? Платон, потому что мне кажется, что дороговато это. Для того, чтобы делать обзор, покупать телефон на iOS. Польза, только не гони, пересобери кубик и почувствуешь разницу между двумя видами сборок. Окей, стоит дешево до $5. PS, чехол люкса. Окей. Что за не знаю, что за оранжевый чехол для OnePlus какой-то. Притом он, говорю, выглядит прям, вот здесь ткань, вот, здесь резинка. Единственное, что ужасно выглядит, это вот надпись эта. Я не знаю, почему они ее так нанесли, потому что ни запаха не было, ничего. То есть чехольчик классный. Сань, вот обладатель 7T Pro и Note 8 Pro. Скажи, чувствуешь разницу между процессорами и частотой обновления? Между процессорами еще как ассет чувствую, а с герцовкой мне как-то плевать. Почему? Потому что я, наверное, и так... Саша, выбери рекламу, не связанную с гаджетами, и толкай. Серчип, да нет у меня времени, я работаю. Когда вам рассказывают всякие супер крупные каналы, что должен быть менеджер по рекламе, я вам клянусь, что он должен быть, потому что ну, невозможно, с одной стороны, пилить контент, то есть ты тестируешь что-то, пишешь под это дело обзор, еще что-то, а потом еще с кем-то договариваться, тебя всего выворачивает. Ты тексты пишешь, и ты понимаешь, что те условия, которые тебе дают производители, ты просто вот лишнее слово тебя уже начинает бесить, поэтому как-то не срастается. Для этого нужен человек, который одного и второго будет уговаривать. У меня его нет и не скоро будет, и слава богу, ей, зато домашний канал, никакой медиасети, ничего, просто общаемся. То, что внизу оранжевый внизу, это желтый, и все знают, откуда эта надпись, правильно? Надеюсь, что знают. Может, в инсте ответишь, да, вот прямо сейчас все брошу плеер и сейчас отвечу. Какие чехлы на Note 8 Pro есть, какой посоветуешь? Мораль в том, чтобы заказывать их несколько, заказывать на Алиэкспрессе, и все, что вам нравится, обязательно читать комментарии. А самое главное, обращать внимание, нет ли запаха, когда чехол придет. И если у вас есть такой магический тестер, я его вам сейчас, может быть, покажу. Есть тестер для радиации. Я очень хочу сделать на него обзор, но я очень сильно беспокоюсь, что рано или поздно меня за мое 5-е место кто-нибудь возьмет. Потому что в некоторых местах нашей благословенной, любимой всеми, вы знаете сами чего, Родина, вот эта вот штука показывает очень неприличные, неприятные данные, и я хочу пока жить в мире, вот, и к чему это все? К тому, что лучше купить вот такую белую штучку и проверить все, что вам приходит с Китая. Хотя, если честно, мне ничего не попадалось плохого, но, опять же, я стараюсь проверять. Блин, как ты успеваешь в комментариях всем отвечать? Плеер успеваю, но я думаю, я закончу это гиблое дело, потому что слишком много там негатива, мата и т.д. и т.п. Буду отвечать только своим френдам,